Когда-то задумал один царь построить большой город. Для этого повелел он собрать всех каменщиков и плотников, что жили в его стране. Мотив автор. Советы ценой в жизнь. Среди них был молодой каменщик, которому пришлось идти строить город на следующий же день после своей свадьбы. Город строили 12 лет, и вот когда закончились все работы, мастеров стали отпускать домой, награждая их перед этим за долгий труд. Каждому строителю предлагали на выбор либо деньги, либо 3 мудрых совета, но ни один мастер не пожелал вместо денег получить мудрые советы. Но вот дошел черед до того каменщика, которого увели на работу сразу после свадьбы. Подумал тот и ответил, что хочет услышать 3 мудрых совета. Тогда царь промолвил: «Вот тебе первый совет. Никогда не клади свою ношу на лошадь случайного попутчика. Второй. Никогда не останавливайся на ночлег в доме, где жена стара, а муж молод, или муж стар, а жена молода. Третий. Помни о полученной клятве, что символизирует кольцо на твоем безымянном пальце». Затем царь дал ему 3 калача из ячменной муки и наказал не разламывать их, пока он не переступит порог своего дома. И вот каменщик вместе с 2 другими мастерами двинулся в путь. Как-то в жаркий полдень нагнал путников всадник. «Эй, друзья!» — окликнул он их. «Давайте-ка я помогу вам. Кладите свою ношу на мою лошадь». Оба попутчика нашего каменщика отдали свою ношу всаднику. Каменщик же не отдал. Ехал всадник потихоньку, ехал и вдруг пустил коня вскачь и ускакал, унося с собой одежду и деньги обоих мастеров. Тут каменщик и подумал: вот и пригодилась мне первая заповедь. У моих попутчиков все пропало, у меня же все цело. Настал вечер, и путники остановились в одном селении. Увидев, что хозяйка дома, где было решено переночевать, молодая, а муж ее стар, наш каменщик встал и ушел спать в другой дом. Молодая жена дождалась, когда все заснули, зарезала своего мужа и стала кричать, что гости убили его. Сбежались разъяренные сельчане и убили обоих мастеров. «Вот и вторая заповедь мне пригодилась», — подумал каменщик, и отправился дальше в путь. К родному дому привела его судьба в канун праздника. Замедлил каменщик шаги и слышит разговор. Разговаривают 2 голоса, женский и мужской. «Проклятие», — подумал он, — «пока я целых 12 лет трудился, к моей жене, оказывается, любовник ходил». Выхватил он тут свое ружье и стал целиться в окно. В этот миг взгляд его упал на кольцо на безымянном пальце, и он вспомнил о клятве. Тогда он заставил себя снова прислушаться и услышал опять те же голоса. «Мама, когда вернется наш отец?» – спрашивал молодой голос. «Скоро, сынок, скоро. Царь уже отпустил мастеров, и твой отец со дня на день должен теперь прийти», — ответил голос жены каменщика. «А вот и я!» — радостно закричал каменщик, вбегая в комнату. Жена бросилась ему на шею, следом за ней бросился в его объятия и сын. Когда жена опомнилась от радости, она стала говорить мужу: «Ведь ты, наверное, голоден», и начала было хлопотать, чтобы подать на стол еду, но каменщик остановил ее и сказал: «Постой, у меня есть 3 калача, подаренных мне царем». Разломили они калач, и высыпалось оттуда 500 золотых. Столько же они нашли во 2-м калаче и в 3-м.